День 1630. Алекс на связи. В умном доме, неважно, это покупной или самодельный умный дом, всегда что-то ломается, что-то перестает работать корректно или как задумано, теряется связь и разные соединения не устанавливаются, и датчики начинают отправлять неправильное значение. И что-то с этим нужно, конечно, делать. Что-нибудь включается само или выключается. И вообще умный дом может устраивать восстание машин. И тогда, конечно, из комфорта и уюта умный дом превращается в настоящее выживание. Конечно, чтобы сделать умный дом, кажется, что можно закупиться какими-нибудь китайскими устройствами дешевыми. И, в принципе, чем больше, тем лучше купить разных устройств, их между собой как-то соединить. Но, конечно, какой-то надежности и гарантии, что это все будет работать, как хотелось бы, никто дать не может. Например, есть умные розетки, которые могут включаться или не включаться, когда нужно, или, например, при подаче электроэнергии или там, при потере электричества они могут включиться не в тот режим, который хотелось бы. И, конечно, даже есть случаи, когда просто розетка может взять и выключиться по непонятным причинам. Конечно, это может быть и связано и с розеткой, с железной частью ее, или с программной частью, или вообще может быть программная ошибка в коде или в сценарии. Но это практически очень сложное понятие очень часто, и, конечно, проще надеяться, что это не повторится и каких-то особых действий не предпринимать. Также, например, выключатели, например, проводные, они, конечно, у меня есть и которые работают и по Wi-Fi, есть и которые работают по Zigbee, но тоже с ними бывают разные проблемы. Они, конечно, часто работают корректно, но иногда, например, может не включиться выключатель, если особенно это по Wi-Fi работающий. Или даже есть те, которые работают по Zigbee, они тоже могут не включиться быстро или выключиться в непонятный момент времени. И, конечно, сложно понять саму причину этого действия. И просто нужно фактически с этим смириться. Там, если, например, зашел в ванну, свет выключился, нужно выйти еще раз и включить вручную или кого-то попросить. Конечно, можно поставить в ванную комнату колонку умную и, например, с нее попросить или выключатель какой-то дополнительный там разместить, чтобы можно было нажать на него. Или там помахать руками, если есть какой-то датчик движения, который мог бы обратно этот выключатель включить. Я в основном использую проводные выключатели умные, которые могут работать и при потере соединения, либо с Wi-Fi, либо Zigbee. Они все равно будут продолжать включать или выключать. Но поскольку внутри все-таки это сделано логически, то есть эти выключатели не физически реле переключают, то, конечно, у них бывает и внутреннее зависание какое-то, и тогда даже нажатие кнопок не приводит ни к каким действиям, и единственный способ их как-то реанимировать — это просто в щитке электрическом выключить и включить рубильник. У меня достаточно много умных реле куплено, но они практически все глючные. То есть у меня есть реле, которые и от Sonov, есть реле от Tuya, есть, которые работают по Wi-Fi, есть, которые работают по Zigbee, есть одноканальные, есть многоканальные. Есть даже еще и самодельные реле на разных микроконтроллерах. Но, конечно, все это на самом деле очень глючно работает. И непонятно почему. То ли из-за каких-то маленьких размеров, то ли из-за каких-то других причин. Но они, конечно, работают не очень надежно. И поскольку у них нет физического еще управления, только какое-нибудь беспроводное, то, конечно, все равно надо предусматривать, чтобы эти реле можно было каким-то образом выключить или включить, когда надо. Но еще часто бывает так, что, конечно, как и любые другие устройства, они при потере
питания могут включиться не в тот режим. Но как раз вот с реле, наверное, эта ситуация реже всего встречается. Все-таки они работают, восстанавливают свой режим обычно правильно. Также еще есть и драйверы светодиодных лент. Они, конечно, в принципе работают неплохо. Это драйверы, работающие на Zigbee. Но, конечно, бывает тоже с ними сложности, когда они либо включаются с какой-то задержкой, причем эта задержка может быть совсем очень большой, там, до 10 секунд. Но и поскольку на этих драйверах нету никаких выключателей физических, а вообще все светодиодные драйверы фактически управляются только беспроводным способом, то есть либо это какой-нибудь беспроводной выключатель сценарный, либо это какое-нибудь управление голосом, либо с телефона управление этими лентами. И, конечно, нужно, чтобы был какой-то сценарий, позволяющий, допустим, с этого беспроводного выключателя управлять этой лентой. И этот сценарий тоже может перестать работать в какой-то момент времени по какой-нибудь причине. И, конечно, эту ленту можно будет и не включить, или не выключить. Но и еще у этих драйверов конкретно у меня от двух разных производителей, причем куплены. Ну, конечно, они тоже китайские, но не самые дешевые производители и не самые дешевые драйвера были. Но, конечно, они тоже есть проблемы с ними, хотя у них в настройках есть возможность сделать так, чтобы они восстанавливали свое значение предыдущее при потере электропитания и включении его. Но почему-то это не работает, и фактически они, когда электричество выключается и включается, они всегда включаются тоже. И все жду, когда они среди ночи включатся, и я буду искать судорожно способ их выключить. Есть еще умные лампы. Это, конечно, самая жесть. И вообще никогда и никому ни за что я не буду советовать эти лампы покупать. Конечно, они для какого-то определенного решения, точного, там, быстрого могут пригодиться, но как полноценное решение для управления светом в умном доме, это, наверное, худшее решение, которое можно придумать. У меня лампа есть одна всего, единственная от E-Light. Я после этого, в принципе, не стал даже больше смотреть в эту сторону и их покупать. Эта лампа стоит у меня в определенном месте. Это определенный светильник на балконе. Я ее покупал специально для того, чтобы сделать красивое цветное освещение. И это единственный способ ее применения, в принципе. Но даже, например, эта лампа, хотя она вроде и фирменная, и хорошая, и стоила довольно дорого, у нее тоже есть в настройках режим, чтобы она включалась или выключалась при переподключении электроэнергии, но на самом деле она всегда включается вне зависимости ни от чего, если электроэнергия пропадала. И это не очень удобно, поскольку у нее тоже нет никакого физического управления. Есть, конечно, физическая кнопка, которая была изначально на обычном выключателе. Но, конечно, первым же делом я эту кнопку убрал и напрямую замкнул контакты для этой лампочки, потому что всегда кто-нибудь выключает этот выключатель, эта лампа вообще не работает. Но, конечно, управлять этой кнопкой никак не получается. То есть, соответственно, есть, конечно, специальные выключатели для E-Light, которые как раз поддерживают режим такого управления. То есть, они фактически не до конца разрывают связь по питанию. И эта лампа продолжает все равно функционировать. И, то есть, она может и включаться, и выключаться будет и беспроводным способом при этом. Но это выключатель вообще стоит дорого, и на самом деле это просто физический выключатель, а никакой не умный. И переплачивать за него деньги тоже смысла никакого нет. Наверное, как-то производители, конечно, тестируют свои устройства, но это на самом деле непонятно, как они это делают, потому что я, когда купил беспроводные выключатели,
умные вроде как бы от хорошего производителя, но по какой-то причине непонятной, когда это Zigbee выключатели, и когда теряется связь, они переходят в какой-то режим постоянного сопряжения, начинают моргать всеми светодиодами, и пока батарейку не посадят, батарейка там очень маленькая, CR2032, конечно, ее не хватит на то, чтобы какое-то длительное время это делать. Ну и она быстро садится. Я уже таких батареек в этом выключателе потратил целую кучу, и причем у меня их было 2 штуки разных, куплены причем в разное время, и они оба работают одинаково с такими ошибками. Поэтому мне пришлось даже купить 3-й выключатель, как раз чтобы понять, с чем это связано. Немножко другого производителя, тоже китайский выключатель. Но я уже посмотрел по схемотехнике, как он выглядит. И, в принципе, только в этом случае получилось, что он при пропадании Zigbee сети, наверное, секунд 5 всего моргает и потом, в принципе, переходит в спящий режим. Это правильное поведение этого выключателя. И, конечно, его можно использовать в умном доме.